Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Verdict. Сегодня мы поговорим о механических клавиатурах и в частности о модели DRU VX300. На сегодняшний день мы привыкли к тому, что любая механическая клавиатура это достаточно дорогое приобретение, притом вне зависимости от бренда. Средняя цена на рынке сейчас составляет порядка 8000 рублей, при том, что неплохая мембранная клавиатура обойдется всего в 2-3 тысячи. Однако, если в ваши руки попадет механическая клавиатура, то вы вряд ли когда-либо захотите вернуться обратно к мембранным. Почему же так происходит? Все дело в особенностях, которые скрыты в механике. Во-первых, это, конечно же, долговечность. У мембранных клавиатур этот показатель очень сильно отстает от механики, за исключением дорогих клавиатур с использованием новой полимерной мембраны. Во-вторых, это скорость отклика. У механической клавиатуры срабатывание клавиши происходит гораздо раньше, чем она доходит до ограничителя хода, что естественно позволяет повысить комфорт как при печати, так и при игре. В мембранной клавиатуре срабатывание происходит только при полном нажатии клавиши и замыкании контакта. В-третьих, это, конечно же, наличие разного рода переключателей, которые позволяют выбрать механику под определенный стиль игры. И все же за мембранными клавиатурами остается их главное преимущество – это их цена. Но в последнее время на рынке начали появляться более-менее доступные механические клавиатуры, которые способны составить им конкуренцию в бюджетном сегменте. У меня на руках клавиатура DRU VX300, которую мне предоставил для обзора магазин Gearbest. Ее цена $68 или примерно 4200 рублей, что делает ее гораздо доступнее, особенно на фоне своих именитых и очень дорогих аналогов. Но надо заметить, что при такой низкой стоимости нам следовало бы готовиться либо к ужасному количеству сборки или материалов, либо же к полному отсутствию функционала. Что же окажется на самом деле? Сейчас узнаем. Данная клавиатура не лишена особенностей и имеет достаточно приятный дизайн. У меня клавиатура в золотисто-черных цветах, но существует также версия с белыми клавишами и подставкой, что выглядит весьма стильно. Боковая сторона клавиатуры имеет необычный рельеф, впрочем, как и задняя панель, которая лично мне напоминает заднюю панель ноутбуков. Наверняка такой дизайн кому-то совсем не понравится, а возможно кого-то наоборот не оставит равнодушным. В любом случае это очень субъективно, поэтому давайте перейдем к функциональным элементам. Данная клавиатура не лишена удобств, о чем говорит нам подставка под руки для более удобного набора текста, а также выдвигающиеся ножки. Лицевая панель металлическая, в отличие от подставки, которая лишь имитирует металл. Ничего не скрипит и не люфтит, потому к качеству сборки в целом нет никаких претензий. Единственный минус, а скорее моя придирка в том, что мне все же хотелось бы видеть провод в оплетке. Это добавило бы пару баллов к общему внешнему виду. Что касается подсветки, то тут она далеко не так проста, как кажется на первый взгляд. Во-первых, хоть она и цветная, но это не RGB. На самом деле каждый ряд клавиш наделен диодами одного цвета. Всего 6 рядов и соответственно 6 цветов. По сути, это нечто среднее между RGB и одноцветной подсветкой. Однако при включении эффектов, например, волны, она визуально не сильно отстает от RGB. Кстати, об эффектах. Их тут достаточно много. У клавиатуры имеется 6 предустановок подсветки. Это два вида волны, широкая и узкая, эффект расходящейся волны при нажатии, подсветка змейкой, остаточная подсветка нажатых клавиш, а также эффект дыхания. Затухание подсветки происходит очень плавно, так как у каждого светодиода не 2 или 3 уровня яркости, а целое множество. Эффекты переключаются с помощью зажатой клавиши Function и выбором одной из клавиш от F6 до F11. Также большой плюс состоит в том, что мы можем создать 5 своих пресетов подсветки, используя клавиши от F1 до F5. Делается это таким способом. Сначала зажимаем клавишу Function и нажимаем F12. У нас начинает моргать клавиши с F1 по F5. Нажимаем ту, на которую мы хотим назначить пресет. Далее нажимаем на все клавиши, которые мы хотим подсветить в данном пресете. И после повторно зажимаем Function и нажимаем на F12. И на этом пресет готов. Его включение будет осуществляться так же, как и управление остальными эффектами, то есть зажатием кнопки Function и нажатием на номер пресета, то есть на одну из клавиш от F1 до F5. Что же касается яркости, то она не вызывает никаких нареканий. Подсветку хорошо видно даже при освещении в солнечный день. Теперь пройдемся по функционалу. Так как это механика, то, разумеется, здесь есть свои переключатели. Да, это не всеми любимые Cherry, но тем не менее клик очень похож на Cherry Blue. Непосредственно сам клик очень четкий, отзывчивый и громкий. Что же касается программируемости, то ее здесь нет. Вы не сможете назначить никаких клавиш, но лично мне эта функция не пригодилась ни на одной из клавиатур. Ну что ж, я думаю, время подвести итоги.
На мой взгляд, мы получаем хорошую качественную механику по очень вкусной цене и при этом не выглядящую так, будто на ней сильно экономили. Приятный дизайн, качественная подсветка и хорошие свитчи порадуют тех, кто не хочет тратить большие деньги на брендовые клавиатуры, но все же хочет использовать именно механику. Что же касается срока службы переключателей, то тут я, к сожалению, ничего не могу сказать. Время покажет, но я надеюсь, что они выполнены не хуже, чем сама клавиатура. На этом все, спасибо за внимание. Я постарался быть максимально объективен и надеюсь, что этот выпуск окажется для вас полезен. Оставляйте ссылки в комментарии на интересные девайсы, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. И увидимся в новых выпусках. С вами был канал IT Вердикт. Пока!